Текущие новости. По моей ситуации, значит, с понедельника, то есть второй день, я уже не обладатель действующей красной карты. Она закончила свой срок действия в воскресенье. Все понимают в Испании, но сделать с этим ничего не могут. В том плане, что я обращался во все возможно доступные НКО, какие можно найти. Вот я искал как мог. Никто из них помочь с СИТой не смог. СИТа превия, это запись на прием в полицию национальную. Завтра я пойду в офис по делам работы с иностранцами. Вот такой примерный перевод. Это не национальная полиция, это именно офис, который работает с иностранцами по разным вопросам. То есть они не работают с убежищем, насколько я понимаю. Пойду к ним почему? Потому что в полиции принимают людей по записи. Ближайшая дата, которую я нашел... Да. Еще не во всех офисах полиции, то есть, еще раз, маленький ликбез. В Испании несколько полиций. Есть Cuerpo Police Nacional, то есть корпус национальной полиции, это туда, куда мне надо. Есть Guardia Civil, они занимаются, как выяснилось, обычной охраной правопорядка. И, мне кажется, они таможенными вопросами занимаются. Есть полис локаль, то есть муниципальная полиция. По-моему, они в основном дорожным движением занимаются. И в Каталонии есть Mossos d'Esquadra, это типа региональной полиции. Так вот, мне нужно Cuerpo Police Nacional, и у них есть полицейские участки по разным городам в Испании. И не все участки готовы вам оказывать те или иные услуги. То есть ты, допустим, на сайте, ближайший большой город, Бенидорм, у них на сайте электронного правительства в перечне оказываемых услуг нету услуги поговорить, нету консультационных услуг. Ближайшее ко мне место, где я могу получить консультационные услуги, то есть просто прийти поговорить, находится в провинции Альбасете. Это вглубь Испании, от Аликанте, еще такая большая территория, со столицей в Альбасете, если хотите, район, да, типа района. То есть, если мы проводим аналогии, валенсианское сообщество, это область, регион, республика, как хотите называйте, такая достаточно независимая территория, самоуправляющаяся, то, соответственно, Альбасете, Аликанте, Валенсия, это будут еще и регионы. В общем, записался я на поговорить на 20 аж марта. Ближе даты нет. Только на 20 марта можно прийти и поговорить. И тогда с 20 марта, проехав примерно 300 километров к этому Альбасете примерно, я могу прийти в полицию и поговорить, что же мне делать с этими моими проблемами с картой красной. Я написал по электронной почте в полицию Аликанте и Бенидорма свои вопросы, но вероятность того, что мне ответят по электронке же стремится к нулю. В лучшем случае меня пригласят на беседу личную. По НКО очень плохая ситуация.
То есть я людей некоторых знаю лично, но они не отвечают на вопросы. Те данные, которые есть в интернете, что вот обратитесь туда, обратитесь сюда, обратитесь сюда, эти организации уже не работают. Ну, то есть они, может быть, и работают, но электронные адреса и какие-то сайты у них не работают. Ощущение, что вообще нет, по крайней мере, вот мне неизвестны. Напишите в комментариях, кстати, подпишитесь, поставьте мне лайк или дизлайк, или комментарий, главное, напишите. Мне прям вот без шуток очень интересно, есть ли организации, которые в юридическом плане помогают беженцам. Не то, что делает, допустим, АСЭМ или СИАР. Они, как я понимаю, не помогают с первичной подачей на беженство. И я нашел еще несколько подобных организаций. Первичная подача — это когда ты рассказываешь свою историю. Ну вот у меня уже почти, я прошел интервью 9 мая 2023 года, то есть у меня скоро 2 года с момента интервью. Мне уже первичная подача неинтересна. Я уже сам научился на испанском языке подавать прошение, подавать дополнение к своему кейсу с использованием электронной цифровой подписи. Но я очень-очень мало понимаю, как работает система в Испании. И было бы классно, если бы была организация, к которой можно прийти, и там тебя за какие-то деньги скромные помогут в юридических вопросах. Обычные адвокаты, которые есть вот на улице с надписями «Абогадос», они с тобой будут разговаривать по существу только когда ты им заплатишь 60 евро за визит и изложишь все проблемы. И самое интересное, что я написал нескольким адвокатам таким, и они молчат. Неужели никому не интересно помогать беженцам? Их же такое количество в Испании огромное, что, казалось бы, это такой рынок. Пускай он низкомаржинальный, то есть он не приносит больших денег, но просто за счет количества. Есть некоторые сайты, где помогают купить ситу, телеграм-боты. Ради эксперимента, куда мне деваться, я подписался на некоторых ботов. Как бы оплата, предположительно, проходит после получения информации, то есть после получения ситы. И вот уже месяц прошел с момента моей подписки. Нет инфы, что сита есть. То есть я спрашиваю, мне написали, что да, взяли мои данные в работу. И тишина. Что с этими ситами, непонятно. Вот такая вот на данный момент ситуация. То есть никакими способами я пока получить запись на прием в полицию на техническую процедуру не могу. Почему я называю ее технической? Потому что ты приходишь, тебя просто эту корочку меняют на другую. И все. Если бы по мне вынесли положительное или отрицательное решение по моему прошению на убежище, я, как мне объяснили в полиции, получил бы по свой электронный кабинет, вот этот, где у меня цифровая подпись, я бы туда получил решение, одобрили мне статус беженца или не одобрили. И у меня бы появилась бы возможность, было бы время на обжалование этого отказа или еще чего-то. Но этого тоже нет. Я сегодня проверял, пусто. Никаких уведомлений. Висят мои обновления в мой кейс. Добавление, но ситуация меняется, к сожалению, в худшую сторону. Там тоже тишина. Возвращаться как я говорю, я не собираюсь. Посмотрите, иностранными агентами в последнее время объявляют исключительно
журналистов и с небольшими вкраплениями общественников каких-то. Но в основном журналист. Ну, то есть и поехать на допрос, ну, зачем? Чтобы тебя замучили, запытали. Так, ну вот, попробую поговорить завтра в офисе по работе с иностранцами, что они мне порекомендуют. В этот офис получить запись было легче, чем в полицию национальную. Но, конечно, саму запись на обновление карточки я пока не знаю, как получить. Проблема в том, что в большинстве полицейских участков нужно приходить с пропиской в этом регионе. Ну, допустим, я подавался на беженство в Жироне, а прописан был в провинции Барселона. Но это один и тот же регион, то есть одна и та же Каталуния. Вот. Получилось у меня. Ну, грустненько так заканчивать. Напишите мне, организации, правда, напишите, кто, по вашему мнению, может помочь. Потому что я спрашивал, естественно, Красный Крест, я спрашивал АСЭМ, я спрашивал САЕР, в смысле, СИАР, САЕР, еще какие-то НКОшки, Пангея, кажется, есть какая-то такая НКО. Вот последний им писал. Везде тишина, просто либо не отвечают, либо отвечают, мы вам с этим помочь не можем. Такое, знаете, складывается вот последние месяцы ощущение, что вообще они прекратили все работать с мигрантами. Да, еще, собственно, что я кипишую. Первое. Все понимают в Испании, вот все понимают, что в полицию хрен получишь эту запись. Но формально у меня нет сейчас документа, который бы говорил о том, что я имею право на работу в Испании. То есть, если вдруг я найду какую-нибудь организацию, которая захочет меня нанять, у меня нет документа, который говорил бы о том, что я имею право легально работать в Испании. Еще один момент. Банк прислал мне уже уведомление о том, что по нашей информации у вас прекратился срок действия документа, на основании которого вы находитесь в Испании. Немедленно явитесь и предоставьте информацию о новом документе, на основании которого вы проживаете в Испании. Мне говорят о том, что через 20 дней с момента окончания моей красной карты заблокируется счет. А без банковской карты я не смогу платить за телефон, я не смогу очень многие вещи делать. Ну, допустим, оплачивать некоторые автобусные маршруты только по карте можно платить. Работать не могу, пользоваться банковскими услугами не могу. Не знаю, может быть, и начнутся проблемы с медициной, потому что формально это у меня уровень человека, который имеет право на работу в Испании, а карточка у меня перестала действовать. Не знаю, узнаю. И последнее, ну, пожалуй, самое важное. Обращаясь в какой-то, ну, то есть, допустим, арендуя что-то, тебе нужно продемонстрировать документ, который позволяет тебе легально находиться на территории Испании. А у меня даже этот красный волчий билет, который никто не понимает, в банках их не видели, эти карточки, он закончил свой срок действия. И да, может быть, вы помните, я поступил в автошколу в Испании. Так вот, я не смогу прийти, очевидно, не смогу прийти на экзамен в ГАИ местное, в ДГТ, потому что у меня нет документа, действующего в Испании. Все понимают, что у меня уже этот документ, то есть он
красная карточка говорит о том, что мой политический кейс взяли в работу, с ним работают. Все понимают, что это не первичная подача, это как бы более продвинутый уровень, но тем не менее формально у меня сейчас нет документа, который разрешает находиться на территории Испании. Вот такая вот петрушка.